Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем наш вебинар, прямая трансляция по пятницам. Она посвящена ответам на вопросы, которые вы мне задаете. И я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задавали сегодня под моим постом, который я опубликовал на странице в своей группе Дуйко Кайлас ИРТЕ Facebook. Предварительно написал пост: здравствуйте, напишите свой вопрос, я отвечу на него в завтрашнем вебинаре. Вчера все-таки опубликовал по эзотерике. С уважением, Андрей Андреевич. Гуля Гульнара. Хочу вам сказать сразу, что я не готовлюсь к ответам на эти вопросы, и буквально 5 минут назад я открыл Facebook и только зашел в офис, и это видно по моим щекам, потому что только что с морозом. Ну что, давайте начнем. Итак, Гуля Гульнара. Бывают ситуации в жизни, когда нужно плакать, а я не могу, но при этом слезы ручьем от эпизода фильма. Почему? Что со мной не так? С вами, Гульнара, все так. Дело в том, что почему человек плачет? Человек плачет, потому что он жалеет обычно себя, или отождествляясь с тем героем, на которого он смотрит, и ему жалко либо себя, либо кого-то очень родного. А почему вам не хочется плакать, когда вы в жизни должны плакать, когда нужно плакать? Видимо, это не связано с тем, что вы чувствуете к этому человеку в этом человеке не чувствуете родственную душу, раз. А как почувствовать родственную душу? Родственная душа — это тот человек, который либо делает что-то для вас, либо заботится о вас, либо когда-либо заботился, и вы это знаете, и сейчас хотите заботиться о нем. Именно поэтому очень часто люди, которые просто используют или юзают других людей, когда у них появляется какая-то проблема, и нам хотелось бы и нужно было бы плакать, то нам плакать совершенно не хочется. Потому что, зная, насколько этот человек эгоистичен, или зная, насколько этот человек амбициозен, и зная, как этот человек никогда ни на что не обращает внимания, нам его не жалко. И мы не хотим себя идентифицировать с этим человеком и становиться частью его жизни. Поэтому Гульнара, с вами все в порядке. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Замечаю у себя симптомы болезни Альцгеймера, хотя мне еще 43 года. Не хочется такого счастья. Можно мне помочь эзотерически? Да. В свое время у меня появились такие же симптомы. Они появились у меня после прохождения химиотерапии. Я в своей жизни прошел все-таки это заболевание, которое называется онкология. Болезнь моя называлась лимфогранулематоз. К радости она излечимая. Я проходил огромное количество химиотерапий, и было у меня радиотерапия, и в общем-то огромное такое количество времени, больше, наверное, 6 лет или даже 7 лет я занимался тем, что всеми путями и всеми средствами я пробовал лечиться. Так вот, побочный эффект или нехороший эффект самой терапии, если можно так сказать, он все-таки был. Заключался он в том, что у меня со временем очень начали трястись руки. И спал я, и неврологические препараты применял, ничего не получалось. И, знаете, стало неудобно, так как я занимался бизнесом. Приходили люди ко мне, и сидя у меня в офисе, я там должен был подписывать документы или должен был считать деньги, и постоянно мне было неудобно, потому что руки мои очень дрожали. И вы знаете, кто-то даже посмеялся и сказал мне, что, Андрей Андреевич, хорошее было видно вчера веселье, что вот так вот руки трясутся. Ну и мне было неудобно сказать этому человеку, что это у меня какие-то органические вот такие состояния, с которыми я не могу справиться. И вот у меня был такой период, когда это меня допекло. Как раз это было накануне моего дня рождения, много лет назад, наверное, больше 6 или даже 8 лет назад я уже занимался школой. И вот так я вечером сел, поставил перед собой руки и начал их ругать. Я говорю, да сколько это может продолжаться? Что вы дрожите? Хватит уже дрожать, вы меня достали. А ну-ка возьмите себя в руки, перестаньте дрожать. И я их вот так отчитывал, даже матерился, были такие дни.
Это делал я какой-то период времени. К сожалению, я не вел тетрадь наблюдений, через какое время и сколько по времени я их ругал. Но со временем я заметил, что они перестали у меня дрожать. Можно ли это назвать эзотерическим методом? В моем случае это был самый настоящий эзотерический метод. Помогает ли это кому-либо? Я в свое время рассказывал об этом случае еще многим людям, проводя вот такие вебинары. И, по-моему, одна женщина у меня была, которая потом писала мне: Андрей Андреевич, спасибо большое, у меня перестали трястись руки, я их тоже отчитывала. Наверное, не я придумал все-таки эту идею, вот так отчитывать свои руки. Я могу сказать, что очень часто, когда я болею или вдруг начинаю чувствовать себя плохо, я использую такой метод. Я себе говорю: все, надоело, хватит. И после этого мне становится легче, и уже до вечера или на следующий день симптомы начинают сдаваться. Или же в тот момент, когда плохо, я представляю, что вот это все, что плохо, я на это все становлюсь ногами и прыгаю вверх, как бы отталкиваясь от заболевания, так как считаю, что любое заболевание является для нас возможностью выйти на новый уровень духовного развития, является всего лишь ступенью, которая позволяет оттолкнуться и выйти на новый уровень. Новый уровень чего? Побороться, новый уровень своего восприятия мира. Если заболевание является частью желания каких-то существ или других людей, или социума, или там Бога, я не знаю, кого-либо, заставить нас испытывать боль, то в случае, если мы борцы и боремся за свою судьбу и свою жизнь, то мы должны это воспринимать как ступени, после чего от этого всего отталкиваться, говоря: все, надоело, больше не хочу. И после этого как от ступеньки оттолкнуться вверх. Извините. Уважаемый Андрей Андреевич, спрашивает Наталья Горлянская Саценко: как вырваться из ситуации, когда тобой манипулирует окружение, ситуации, что угодно происходит вокруг, и в итоге делаешь не то, что хочешь, то жалко кого-то, то отказаться не можешь, то в монастырь же не убежишь, как-то можно на ситуацию влиять самой? Я к тому, что даже сидя дома, все идет не так, как планируешь. Спасибо, если ответите. Обычно у человека занимают, и обычно человеку приходят, потому что этого человека не замечают. Он как бы становится неким таким расходным материалом. Я, конечно, никого не хочу обидеть. И почему так происходит? Это проблема нас, такого русского или славянского социума. Мы очень трепетные, теплые и хорошие люди, как латиноамериканцы. Мы очень хорошо относимся, мы готовы к сотруднику относиться с развернутой душой. Ну, нельзя найти первопричину, возможно, она в чем-то таком особенном кроется, может быть, в нашем христианском воспитании, в этом сознании нашей любви. Конечно, не все читают, вот это да, склероз. Мне тоже надо пить таблетки. Вспомню, кого скажу. Хотел поумничать о нигилистах и забыл фамилию. И, конечно же, когда человек становится вот таким добрым, вот знаете, как в бизнесе, допустим, ты очень хорошо относишься к человеку, строителю, который у тебя строит, помогаешь этому человеку, даешь вовремя деньги, ничем его не обижаешь и считаешь его хорошим человеком. А он сразу же на несколько строительных компаний работает или у некоторых людей делает ремонт. И вот когда доходит до тебя, то он делает как попало. Почему? Потому что ты его друг, а если друг, то подождешь, а если друг, то тебя можно поиметь, а если друг, ты ничего не скажешь. Другу можно даже сказать: да подожди, что ты нервничаешь, и после этого не сделать хорошо. Так происходит очень часто, когда человек с открытой душой, когда человек вот старается быть хорошим человеком для окружающего мира, когда человек тепло относится к окружающему миру, то его перестают замечать как существо. Его начинают замечать, конечно же, с позиции юзания или с позиции вот такого тотального использования, причем понимая, что доброта — это слабость, потому что почему-то это у нас культивируется сейчас, относятся к этому человеку так, как будто его нет, и так, как будто его проблемы никого не касаются. Именно поэтому для такого человека может быть полезным мой совет. Мой совет заключается вот в чем. Начните говорить на все «нет».
В тот момент, когда вы начнете говорить о том, что вы этого не хотите, что вы не займете, в этот момент, вот запомните, у людей, которые искренне вас используют, искренне рассчитывают на то, чтобы вас использовать, будут расширяться глаза, они будут делать так. Что? Что? Почему они будут делать так? Они начнут вас видеть. А вы будете сильными в этот момент. Тогда вы будете значимыми. Тогда у вас и не будут занимать, и не будут над вами вот так издеваться. Новый год уже подходит. Каким он будет? Холодным. Как к нему подготовиться, чтобы такое сделать, чтобы он был удачным? Я обещаю вам перед самым Новым годом провести семинар, который называется «Программирование 2021 года». Поэтому это, наверное, не сейчас еще. Валентина Лунгу. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за знания, делением ими с нами. Можно не один, несколько вопросов. Давайте. Скажите, метод от мании величия, кроме этого не важно. Когда человек, если вы хотите избавиться от метода величия, перестаньте говорить слово «я». Просто перестаньте его использовать, и медленно мания величия исчезнет. Почему у человека появляется мания величия? Для чего она необходима человеку? Она необходима для выживания. Когда ребенок начинает расти, то он начинает обращать внимание на то, как окружающий мир к нему относится, на то, насколько на него обращают внимание мужчины или женщины, на то, как кто-то эмоционирует в его сторону. Таким образом, можно сказать, что половину жизни мы боремся с окружающим миром, стараясь эгоистично доказать ему свою значимость. Но после того, когда человек вырос и округлился морально, мысленно, чувственно, накопив огромное количество информации, он должен все-таки, или правильнее вынужден все-таки переключиться на новый этап восприятия мира. Это быть полезным социуму. То есть он должен из ощущения бесконечного сенсорного или внутреннего ощупывания себя и своих эмоций, как реакция на внешние раздражители, в момент коммуникации с внешним миром, он должен перейти на процесс нигилистического безразличия по отношению ко всем внутренним чувствам и по отношению ко всем внешним эмоциям, которые происходят, с желанием быть полезным тому обществу, которое находится вокруг него. Таким образом, если мы растем и до 40 лет сосредоточены на том, кто как сказал, кто что сделал, что вы чувствуете в себе, то после 40 нужно быть сосредоточенным на то, что вы делаете уже. То есть гораздо важнее что-то для кого-то сделать, гораздо важнее что-то сделать, там, помогать близким, растить детей, быть ориентированным на свой бизнес, а уже эмоции отпускать, потому что вот этот амбициозный элемент, он необходим был только до 40 лет. После 40 он уже человека не должен беспокоить. И это один из вариантов, каким образом можно его перешагнуть. Вообще, если человек не отказывается от своего собственного «я» и дорожит им, как бы все время говорит, то ему просто необходимо отключить от себя вот это яконье. Когда «я» исчезнет, в случае, если это семья, применение слова «мы», в случае, если с кем-то разговариваете, старайтесь себя не популяризировать, не раздувать свою значимость. Ведь, вот смотрите, видно и так, что здоровый человек, видно и так, что человек богатый. Видно и так, что человек успешный. А когда, допустим, приходишь и начинаешь общаться с человеком, и человек начинает говорить, я умный, я богатый, я успешный, я еще что-то. Смотришь на него и очень часто видишь, что он лукавит. Правда. Потому что человеку не нужно производить презентацию, если у него все есть, понимаете? Ведь, собственно, как сказали братья Стругацкие в свое время, деньги-то, собственно, человеку и нужны в большом количестве, чтобы потом не думать о деньгах. Поэтому тот человек, который уже говорит, я умный, зачем говорить, если ты накопил этот ум, то уже тебе о нем думать не нужно. Я богатый, если у тебя хватает, то ты уже думать об этом не будешь. Я здоров, если у тебя много здоровья, ты об этом даже говорить не будешь. Именно поэтому богатые люди о деньгах не говорят, а умные об уме не говорят. Ну вот где-то так. А вот эта бесконечная презентация, я имени меня, в честь меня я научу. Недавно я смотрел видео ночью, и там мальчик с очень больными зубами, с желтого цвета,
с очень больными глазами почему-то, с очень некрасивым внешним видом таким, в плохой одежде, с некрасивыми ногтями, неухоженный и голодный, с признаками недостаточности витамина В12, начал говорить о том, что он научит людей, как быстро и много зарабатывать деньги. Ну, слушайте, ну как же ты можешь кого-то научить? Или это и является принципом, как зарабатывать деньги? Там недавно кто-то мне написал такое письмо. Андрей Андреевич, почему вы так плохо разговариваете? Почему вы плохо разговариваете, шепелявите, чавкаете, чморкаете? Почему у вас мысли такие вот какие-то непонятные, все скомканное и так далее? Я хочу вам сказать, этому есть объяснение. Первое. Их несколько. Первое, я был в аварии и ударился лицом об руль, после чего у меня там вылетели зубы, был сломан нос и так далее. Было кровоизлияние в мозг, и был там инсульт, после этого микроинсульт. До сих пор там, я, конечно, молчу и близким это часто не говорю, но там какие-то пальцы на руках и ногах я не чувствую, это является проблемой и так далее. Со временем, когда я проходил химиотерапию, у меня тоже были микроинсульты. Их было у меня больше 4. Не больше 4, 4, а потом через несколько месяцев по рекомендации мною уважаемого Бориса Болотова, который мне порекомендовал купаться в горячей ванне, пить очень соленую воду и обертываться клеенкой для того, чтобы прогреть свой организм, потому что, по его мнению, мои опухоли и заболевание, собственно, мое, связано было с тем, что у меня недостаточно было внутреннего закисления и внутреннего защелачивания лимфы. Это привело к тому, что, приняв такую ванну, у меня случился еще один к радости инсульт. Но удалось все-таки это все пережить, полечить и так далее. И из-за этого. Но это со временем. А еще одна причина. Я занимался медитациями. И у меня была ошибка в жизни. Вместе с московской компанией определенной я ездил в китайский храм, где находился на протяжении года. Получал специальное разрешение туда выехать. Находился целый год. И целью моей была медитация, молчаливая медитация на протяжении какого-то количества времени. Так вот, после такой медитации, которую я проводил очень долгое время, много месяцев подряд, я столкнулся с тем, что мой речевой аппарат перестал правильно функционировать. И потом, после такой медитации, я обучался еще заново разговаривать, потому что целый год или 1,5 года я еле-еле разговаривал, потому что, оказывается, если человек не пользуется своим аппаратом речи, то он у него деградирует и перестает хорошо функционировать, что, в общем-то, у меня и к этому привело. Одним словом, всеми своими силами я пытался сделать так, чтобы замолчать. Но к радости моей в голове у меня всегда есть мысли, которые бы мне хотелось сказать. Ну, а вам придется терпеть. Но я хочу хочу вам сказать, что мне все равно хочется донести идеи, которые у меня есть. И вам придется, к сожалению, терпеть то, что я там нехорошо разговариваю, или там медленно разговариваю, или там как-то заикаюсь, или там шоркаю зубами и так далее. Это, к сожалению, проблема органического поражения мозга, которые были у меня в моей жизни. Ну и, к сожалению, ничего с этим поделать я уже не могу, хотя дышу часто. Глаза — аккумуляторы пси-энергии. Важно или нет, куда смотреть во время чтения мантр и кодов. Глаза — элемент получения радости жизни. Именно поэтому глаза савитурные, они могут благословлять человека, а глаза антисавитурные, они могут проклинать человека. Так, в случае, если человек в середине себя настроен на негатив, он своим зрением может сглазить кого-нибудь, то есть посмотреть на то, как ювелир делает украшения, и у него не получится. Посмотреть на то, как кто-то садит дерево, и дерево не вырастет. Или посмотреть, как кто-то там делает тесто, и это тесто не взойдет. Почему? В душе у человека червячок. А в случае, если в душе у человека радость и счастье, то даже если человек плохо тесто замешивает, взойдет. И если даже дерево садит, и оно не должно взойти, взойдет. Так человек как раз и ориентирован. А куда смотреть во время чтения, это совершенно не имеет никакой роли. Совершенно.
После 1,5 часа чтения мантр появляется приятное ощущение в голове. Как продлить это состояние? Пройти 4-ю и 5-ю ступень. Там я объясняю, каким образом это необходимо сделать. Сейчас вам этого не нужно. Скажите, пожалуйста, нужно ли после абсолютно каждой мантры и каждого кода обводить и запечатывать себя? Не нужно. Обводить и запечатывать себя нужно в начале, только в случае, если вы находитесь в помещении загрязненном. А если не в загрязненном, обводить и запечатывать не нужно. И в случае, если вы читаете мантры, допустим, которые связаны с убиранием негативной энергии, то лучше запечатывать себя. В случае, даже мантры денег лучше запечатывать. Но в случае, если вы читаете мантры, которые связаны с улучшением вашей судьбы, с приобретением красоты, даже с обретением, лечением каких-либо заболеваний, то можно не запечатывать. Ритуальной защиты, как правило, достаточно. Доброе времени суток. Подскажите, из каких нитей лучше сделать родовые четки? Имеет значение цвет и материал. Я, к сожалению, не смогу вам, Марина Шишова, ничего на эти слова ответить. Я, к сожалению, не знаю, что такое родовые четки. Понятия не имею, о чем вы спрашиваете. Наверное, это все-таки вопрос не ко мне. Не могу сказать. Я могу посоветовать. Я, допустим, использую четки. Вот, если я их взял с собой, то покажу. Я использую четки янтарные. Почему? Нет у меня их с собой. Я использую четки янтарные, потому что четки янтарные, они всегда теплые. И это делает меня более добрым человеком. Второе. Иногда я использую четки из рудракши. Почему четки из рудракши? Это элемент верности. Вот если человек, допустим, хочет изменять свои идеи, изменить своему учителю, изменить своей семье, ему необходимы такие четки. Это четки, которые делают человека верным. Почему? В свое время Шива находился на горе, а его будущая жена Парвати, она находилась внизу реки. И у Шивы порвались четки, которые были сделаны из рудракши, и одна из этих бусин упала в воду, и ее схватила его жена Парвати. И когда она схватила, она сказала: пусть тот человек, кому принадлежит эта бусина, будет моим мужем, и я ему буду всегда верна. И после чего она одела такую четочку себе на шею и ее носила до того момента, пока не встретила Шиву. К чему я это говорю? Но это как подвиг, это как верность. Вот почему индусы носят на себе такие четки. Это четки верности. Они не дают человеку, внешний мир не дает человеку возможности его совратить. Допустим, такие четки хорошо было бы носить батюшкам, чтобы их не совращал внешний мир. Ну или там верующим, потому что их вера, она должна быть всегда крепкая, они должны верить, несмотря ни на что. Есть вот такие четки, они сделаны из семян лотоса. Четки из семян лотоса — это четки победителя, это четки человека, который горд или который не имеет эгоизма. Это человек, который может сказать нет, который должен добиться. Там есть еще четочки, их можно сделать из молитвенника, красненькие такие, это ядовитое растение. И они оберегают человека от зла, влияния. Обо всем этом и о четках, которые можно выбрать, можете почитать на моем официальном сайте, который называется duiko.market. И можете пройти, там о каждых видах четок написано. Да, четки — это хорошо. Я противник четок, сделанных из натуральных камней, так как считаю, что натуральные камни, они могут привлекать в жизнь и зло в том числе. Допустим, допустим, четки черного агата, они необходимы, если человек проявляет зло. Допустим, человеку должны деньги, он должен повторять имя человека и перебирать на черных четках агата или оникса. Кстати, из оникса белого и зеленого цвета ни в коем случае не только нельзя пить, но еще и нельзя держать такой камень дома. Почему? Это камень одиноких людей. То есть, если человек держит такой камень дома, то обязательно будут скандалы, которые могут привести к разводу, обязательно не будет находиться взаимопонимание и так далее. Оникс очень много производят в Китае, но сами китайцы оникс никогда в своей жизни дома не держат. Почему? Он им не нужен, они его продают нам. Ну а нам-то что? Ирина Левченко.
где-то год назад впервые начала иногда чувствовать запах, которого нет. Ну как бы внутри вспышка. Начала примечать, о чем это может говорить. Только однажды был запах пенициллина и заболел сын. В дальнейшем не было таких совпадений. Сейчас запахи стали появляться чаще. То выхлоп автомобиля, то газ, то дым сигарет, то духи. Что это за галлюцинации? Данные галлюцинации называются ощущением своего энергетического запаха, который может показывать человеку будущие события, так как наш энергетический кокон, он тоже и может энергетически пахнуть. Так, видимо, то, что должно быть пенициллином, и вы там помогали ребенку, это вы понюхали в будущем, и оно в настоящем пришло, таким образом вы сняли информацию. А такой метод называется яснознанием. Развить это у себя несложно, нужно очень активно дышать носом, увеличивая энергию в центре шени, или в центре, который находится в нашей голове, в центре нашего сознания. Светлана Усатенко. Андрей Андреевич, как решить вопрос с жильем в Киеве? Много лет живу в общежитии со студентами. Хождение по инстанциям пока не дают результата. Даже получить комнату в общежитии за местом работы. К сожалению, вся проблема наших людей, вот, которые живут, которые не могут никак понять, что мы живем в буржуазном обществе, никак не могут понять, что в буржуазном обществе есть свои правила. Одно из правил называется эксплуатация трудового пролетариата, но не поддерживание. Дадут, это было в советское время. Дадут, это тогда было. А сейчас нужно смотреть, где вы можете заработать. Может быть, нужно получить новую специальность. Может быть, нужно получить новое образование. Может быть, нужно как-то переориентироваться на то, чтобы зарабатывать больше. Не нужно плыть по течению и мечтать о том, что вам кто-то что-то даст. Никто никому ничего не дает. Почему? Потому что мы находимся в буржуазии. Даже если вам будут говорить, что мы вам дадим, не верьте, все абсолютный обман. Никто никому в наше время уже никому ничего не дают. Забрать могут, дать нет. Сори, извините, что я так сказал. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Людмила Верещагина. Скажите, пожалуйста, вредна ли для здоровья лампа, которая сушит руки, как наносить гель-лак? Нужен ли перерыв? Делаю 3 года маникюр гель-лаком. Ваша работа вредная, в том числе излучение от лампы, скорее всего. Любое излучение, оно не хорошее для человека. Также использование и геля, и акрила, наверное, вы и это используете. В общем-то, связано с использованием химических компонентов, которые однозначно могут токсически влиять на вас. Там есть, скорее всего, какие-то катализаторы или, возможно, какие-то вещества, которые, там кислоты, которые могут это все быстро там формообразовывать или приводить к тому, чтобы это быстро застывало. Реактивы, и они все наверняка токсичные и наверняка для человека не очень подходящие. Нужно ли делать перерыв? Ну, конечно. Нужно делать перерыв, чтобы реабилитироваться. Во время этого перерыва можно там поголодать, поделать клизмочки, может быть, попить водички какой-нибудь минерализированной с большим количеством там магния, для того, чтобы почувствовать, попить каолин моей компании, там антитокс. Екатерина Королева. Андрей Андреевич, здравствуйте, спасибо вам за знания. У сына генетический НРС 8 лет. Все провели, никаких отклонений. Все проверили, никаких отклонений. Подскажите, пожалуйста, как избавиться? Великолепное средство есть в моей компании, продается, называется энуретин. Энуретин — препарат, который с гарантией на 100% избавляет детей и взрослых от энуреза. Давайте ребенку цистонорм, ренокс и энуретин по 2 таблетки 2 раза в день. Обещаю, что на протяжении 1-2 месяцев ребенок, несмотря на свой генетический энурез, перестанет писаться в кровать. Ксения Кучеренко. Здравствуйте, дорогой учитель, увлекаюсь вышивкой крестиком. В основном это картины. Подскажите, можно ли на своей одежде вышить шестиконечную звезду? Очень признательна за ответ. Шестиконечная звезда — это прообраз сердца. Пятиконечная звезда — это прообраз человека. Так что все материальное дается человеку, потому что он прообраз пятиконечной звезды. Доказательства. Давайте посчитаем, что из нас торчит. Голова — раз, левая правая рука — 2-3, левая правая нога — 4-5. Таким образом,
Человек, который хочет материальное, должен носить на себе вот такую пятиконечную звезду. Далее, а шестиконечная звезда что обозначает? А шестиконечная звезда обозначает прообраз души человека. Почему прообраз души? В душу стекаются все элементы радости. От чего человек радуется? От глаз, раз. От того, что он может нюхать, два. От того, что он чувствует вкус, три. От того, что он что-то слышит, четыре. От того, что кто-то прикасается к нему, обнимая его, пять. И от того, что он чувствует что-то, шесть. Все эти элементы соединяются в сердце, и прообраз сердца — это шестиконечная звезда. Поэтому, если носить шестиконечную звезду, то к человеку теплее относится. Человеку начинает течь любовь, о нем хотят заботиться. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, если у меня 2 дня рождения, так с шайтанами, тогда что обозначает семиконечная звезда? Что такое семиконечная звезда? А семиконечная звезда обозначает у человека следующее. Она обозначает, как будто у человека есть дополнительные 2 руки. А если у человека есть дополнительные 2 руки, или дополнительные 2 головы, или дополнительные 2 еще ноги, то этот человек становится либо очень быстрым, либо у него получается все в его жизни, увеличивается там, возможности что-то делать. А в случае, если человек носит 8-конечную, дорогой, звезду, то что это обозначает? 8-конечная звезда состоит из 4 угольников, которые между собой соединены. 2 соединенных четырехугольника обозначает 2 поля, которые между собой соединены. Фактически обозначает объединение вашего бизнеса с объединением бизнеса вашей семьи. Именно поэтому, если муж и жена, допустим, занимаются одним бизнесом, или муж и жена занимаются разными бизнесами, то для того, чтобы их объединить, для того, чтобы всех детей объединить между собой, то символом семьи может являться 8-конечная звезда. Вот так, дорогой. Дальше. Здравствуйте. А кто-то сейчас скажет, 8-конечная звезда — это символ ислама. Давайте не ошибаться. Символом ислама является полумесяц со звездочкой, Аль-Джазира. Именно поэтому... А почему везде вот такой рисунок? Потому что это направление всех сторон света. Севера, юга, запада, востока, северо-запада, северо-востока, и там юго-запада, юго-востока. И именно поэтому вот такое изображение. А почему его используют для распространения? Если у меня 2 дня рождения, 30-10, 01-11, 2 крещения в 3 и 10 лет, имеет ли это значение? Не имеет. Все нормально. Все мужчины уходят другим женщинам, это рок судьбы. Просто если у человека 2 дня рождения, то он не постоянен. Он живет то так, а потом меняется на так. Ну и если это происходит, то тогда, скорее всего, у такой женщины могут быть проблемы, потому что мужчина любит постоянство. Он же видит одну женщину, а потом начинает жить, она в этот день нормальная, а на следующий день другая. Он говорит, а что ж такое, я с одной начал жить, а здесь совершенно разные лица. И после этого не хочет жить и уходит другим. Ну вот где-то так. Это рок судьбы? Нет, нет, выберите для себя одно. Какое для вас лучше? 01-11 лучше. Hello, Винета Витина. Hello. Who isn't you today? Как мне избавиться от злости? Или там эзотерика бессильна? Нет, она как раз сильна. Мне 55 лет и хочу от этого избавиться. Сэнкс, 3-й марафон мне позвоночник исправил. 2 дня уже как не место, на месте все косточки. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу вам дать совет. Я его давал вам на марафоне. Это совет отталкиваться. Также я давал на первой обновленной ступени выталкивать. Также на старой первой ступени медуз выбрасывать. Методов избавиться от злости огромное количество. Почему появляется у человека злость? Кто-то, это по 2 причинам. Первое, это эгоизм внутренний. И второе, это кто-то мешает вам получать состояние комфорта. То есть кто-то мешает. Что может помочь человеку избавиться от злости? Внутреннее желание расширить свое чувство любви, расширить чувство божественной любви к вам.
Перед тем, как кто-то вас раздражает, представьте, будто вы расширяете это чувство. Где его найти? Проходите 6-ю ступень, я об этом все рассказываю. Приветствую, Андрей Андреевич. Как наладить отношения с подростками? Какая энергия ими управляет? И что делает их такими изменчивыми и агрессивными? Подростками управляет энергия сексуальная. Именно поэтому сексуальная энергия — это, как правило, далеко от чувств и далеко от осознания. Далеко. Каким образом можно помочь ребенку? Можно помочь ребенку, если вы проходите школу и начнете ему поднимать тона на расстоянии. Поднимайте ему тона, а также обводите этого ребенка и себя, как бы замыкая в общее кровеносное кольцо. Это тот обряд, который я даю на 1-й ступени школы Кайлас. Кто проходил, все об этом знают. Александр Дмитриев. Здравствуйте, удивительный для многих наш учитель Андрей Андреевич. Спасибо. Рад писать слова. Вопрос по символах. Работают ли картинки с телефона в распечатке или обязательно перерисовывают? Нет, нет. Если смотреть символ в тот момент, когда человек... Женя, нас не висит там ничего? В тот момент, когда вы смотрите на символ, именно в этот момент символ и начинает работать. А в тот момент, когда вы пассивно носите его, а где вы будете его видеть? А вот где вы его будете видеть, это не имеет никакого значения. Именно поэтому на символ лучше смотреть на перерисованном виде, на телефоне или в телефоне, или еще где-либо, это не имеет значения. Почему обычно символы рисуют красным на желтым? Но это тянется из глубокой, наверное, древности, когда была кожа основным рукописным материалом, а кровь, наверное, была основным алхимическим материалом. Таким образом, там кожа — это желтый цвет, а кровь — это красный. То есть символ, который нарисован красным по желтому, считается, имеет больше шансов влиять на человека, чем... Но я могу сказать, что это все средневековые предрассудки. Символ может быть нарисован любым цветом. Там. Анна Романюк. Уважаемый учитель, расскажите, какие энергии бывают золотистого цвета и в каких случаях они возле человека? Все энергии золотистого цвета, они с открытыми глазами, если им видим, являются астральными энергиями. Астральные энергии, плохие энергии человеку не подходят. Это голодные духи, это могут быть аборты, это могут быть умершие существа. Это все нужно провожать. Как можно научиться провожать? Я об этом рассказываю на нескольких семинарах. Один из семинаров называется «Ритуальная магия». Второй семинар — это гадание на кубиках. Я там тоже объясняю, как можно с помощью кубиков найти контакт с духами и провести все-таки эти духи. Ну и на каких-то семинарах, в общем-то, еще говорю. Ирина Гайчева. Здравствуйте. Вопрос. Люблю, любима, хочу, шутка. Хотите ответ — делайте. Хотите — делайте, только не говорите. Елена Полозова. Снова вебинар, ура! Спасибо, вы что ждете мои вебинары, так приятно. Андрей Андреевич, во-первых, за все огромное спасибо. Не уверена, что смогу посмотреть и задать вопрос онлайн. Пишу здесь, у меня такой вопрос. С детства, не побоюсь этого слова, мне пытаются доверить свои тайны или рассказать о своих проблемах в своей жизни. Это говорит о том, что 4-я чакра хорошо работает. Иногда даже малознакомые и совсем незнакомые люди. Раньше я как-то ровно к этому относилась. Сейчас даже не знаю. Если честно, в принципе, меня это не сильно напрягает. В последнее время это происходит все чаще. Но стараюсь жить философией школы, не критиковать, не учить правильно. А люди, как правило, ждут ответа. А вы их поддерживаете. Не говорите, ну ты дура. Говорите, вот ты молодец. Ну ничего, у тебя все получится. Скажите, если можно, как к этому относиться? Хорошо относиться. И как себя вести? Относитесь, поддерживая людей. Ученица 1-й, 2-й бесплатный. Проходите платно. Можно ли мне войти в стихии, чтобы люди не уходили? Я не знаю, о чем вы говорите, понятия не имею. Вы, видимо, проходите где-то какие-то семинары или где-то насмотрелись чего-то, и мне задаете эти вопросы. Я, к сожалению, в этом некомпетентен. Найдите того человека, который дает эту информацию, и вопрос этот задайте все же ему, а не мне. Хорошо? Я не понимаю. Или более точно пишите, что вы имеете в виду.
Палочкин Наталья. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в день смерти и в день рождения мамы или любого близкого человека, который уже умер? Спасибо за ваш ответ. День рождения умершего человека праздновать не нужно. Это как издевательство. А вот день смерти необходимо поминать. Говорить: мама была такой хорошей, она была такой славной, я ее за ней скучаю, я ее очень всегда любила. Вообще я вам хочу сказать, что почитание родителей, живых или умерших, это неплохо. Просто оно не должно доходить оно должно доходить до фанатизма, пока они живы, и не до фанатизма, когда они умирают. Дело в том, что у людей происходит задом наперед. Обычно люди, пока живут их родители, то им они пофигу, а в тот момент, когда они умирают, то их необходимо обязательно почитать. Но к радости с моей стороны это никакая не претензия. То есть я говорю просто как свое понимание жизни, или там как бы моя идея, она звучит так. Уважаемые друзья, я хочу вам дать совет. Любите своих, не любите, не нужно любить, как хотите в общем. Обожайте своих родных, помогая им. А родных я подразумеваю, это мама и папа. В случае, если они живы, помогайте им материально. В случае, если вы хотите поминать их, то их дни рождения или их праздники, создавайте для них праздник. Помогайте им даже на расстоянии, общайтесь с ними, дарите им подарки. В том, что вы выросли и сейчас здоровы, и сейчас, в общем-то, дожили до своего возраста, говорит о том, что они воспитали, и вы хороший человек, говорит о том, что они воспитали вас правильно. Это говорит о том, что образование они вам подсказали и там дали правильно. А это говорит о том, что они вас воспитали и выкормили, у вас заболеваний нет никаких. Это говорит о том, что они хорошие люди. Так как только хорошие люди могли вырастить хороших людей. Подобное подобному, яблонька от яблони. Именно поэтому, если вы считаете себя хорошими, то вы не вправе говорить о том, что ваш отец или мать плохие люди. Ну а если вы какашки или народный депутат, ну тогда, скорее всего, можете им денег не давать. Что я говорю, ужас. Благодарствую, улыбнется счастье для нас. Улыбнется, конечно. Сейчас, вы знаете, что 15 ноября лунное затмение началось, а 30 ноября закончится солнечное затмение. Вот этот период самый долбанутый для людей. Именно поэтому все эмоции такие, вот сейчас эмоции у людей: медлительность, провокационность, претензии, желание вступить в конфликт. Это вот именно сейчас это время. А когда будет солнечное затмение, потеря здравого смысла, занимание огромного количества денег, неправильные покупки, сексуальная одержимость, там влюбленность в того, там очень сильное влияние там магии и так далее, одержимость людей религии, там религиозные какие-то самоубийства. Это вот то, что может до 30 ноября произойти. Одним словом, веселое время живем, товарищи. Но я хочу вам дать совет: терпение, будьте терпеливые. С эзотерической точки зрения, что может означать, если темнеет серебро и медное колечко на теле? С эзотерической точки зрения ничего не может обозначать, а вот с физиологической может. Если медь темнеет, то организм забирает медь. Это говорит о том, что печень себя плохо чувствует. А если серебро темнеет, это говорит о том, что есть бактерии. Серебро забирается. А какие бактерии обычно? Вирусы. Вообще серебро во время того, когда есть тенденция заболеть вирусными заболеваниями, просто необходимо носить. Когда я здоров, то на мне серебро не темнеет. Я серебро ношу на себе, вот, видите, вот оно. И на мне метасоник, видите, он почернел. Почему? Я переболел коронавирусом, я переболел на ногах, длился он у меня аж целых 4 дня. Проводил я при этом марафон и, в общем-то, чувствую себя великолепно. Тоже на 1-2 дня у меня исчез запах. Ну, сейчас все вернулось. Почему? Дело в том, что эзотерики болеют быстро. Почему? Лежа, не можешь стоя дышать по патрулу Далкару, дыши лежа на спине, лежа на правом боку, лежа на левом боку, кашляй, но работай над собой. Бороться, искать, найти и не сдаваться. А Робин Гуд бы сказал: бороться, искать, найти и все забрать. Ольга Теленик. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если ты постоянно помогаешь материально папе, приходилось решать финансовые проблемы, был вернуть. Последний год болеет, онко, лечу его.
У меня такая же была история. Понимаю, что это родной человек, который один у меня из родителей. И получается, что я все время решаю вопросы. Для меня это как долг перед родителями. Я помогаю папе с любовью, даю и забываю. Возможно, что это делаю неправильно. Правильно. Это приведет вас к духовному росту. Очень рада, что являюсь ученицей пока бесплатных ступеней. Это ваш путь к Богу. Старайтесь максимально помогать вашему отцу. Делайте это, как будто это ваше духовное возрождение. Вы правильно делаете. К чему это? Я только начинаю свой духовный путь. Нет, вы гораздо более духовны, чем множество людей. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Могли бы вы рассказать что-нибудь про аскезы? Например, в воскресенье мне пришел посыл принять на себя 7-дневную аскезу, воздерживаться от обвинений в чем-либо адрес. Ну, тогда я могу сказать, что у меня аскеза это длится уже много лет. Понимаю, это работой всей жизни? Нет. Но захотелось провести такой некий эксперимент, после которого сделала вывод, как это повлияло на мою жизнь в целом. Ой, я вас прошу. Нужно воздерживаться от обвинений, не критиковать и не обижать всю жизнь вообще. Это должно быть основой жизни, потому что это падение вниз. Критика, обвинения чьи-либо, они никому не нужны. Мы живем своей жизнью, а вместо нас нашу жизнь никто не делает. Поэтому каждый человек живет своей жизнью, и вы его поменять не можете. Вы можете его только принять. И 7-дневный эксперимент ни к чему не приведет. Ну, раз это ваш путь. По поводу аскез. Не нарушайте их, вот что я вам хочу сказать. Если вы приняли или дали обещание, то не нарушайте его. Вообще одна из самых больших проблем, которые есть у людей, это обещания, которые они дают кому-либо или себе. Если даете обещание, сдерживайте это обещание даже внутри себя или не думайте. Иногда мы обещания даем даже ночью. Вот позвоню или вот скажу и не делаем этого. Такие множественные обещания, как ничто другое, разрушают ваше физическое тело. И это является принципиальной первопричиной при появлении самых сложных и тяжелых болезней. Владимир Буткевич, Андрей Андреевич, у меня вопрос. В детстве, да и во взрослой жизни, когда оставалась мелочь, я бросал ее от себя, говорил, на хорошую погоду. Можно ли делать так, или это плохо? Делайте, хорошая идея. На хорошую погоду. Вы покупаете хорошую погоду. Пойдет, можно делать. Пора и очень хочу уехать из Норильска, не могу выбрать город. Хотела уехать за границу, но в одном из вебинаров вы сказали, из страны уезжать не нужно. Теперь куда мне ехать, а здесь очень холодно. Видите, ваша основная проблема, даже исходя из ваших слов, связана с тем, что вам холодно. А где же у вас на территории Российской Федерации сейчас тепло? Ну, есть же города теплые, едьте в теплые города. Ялта, Алушта, что там есть еще? Анетта Базазян. Почему так все так плохо? Нет, людям не становится плохо. И множество людей сейчас плюнут в экраны и 100% скажут, какой я придурок. Но я хочу вам сказать еще раз. Бьют только злую собаку. Бьют только негативного кота. Бьют существо, которое злое. Нет, это не с вами все так плохо. Это вы все злее и вреднее и негативнее становитесь. Вы пылесос по собиранию негатива. Возрождайте в себе возможность радоваться. Кого хочется кормить? Плохого котенка, который везде какает мимо и рвет все? Или хорошего, который играется с перышком и гладится и мурчит? Какого хочется? Сделайте вывод, друзья мои. Проходите ступень мою. Это же, ну как бы не для ступеней такие выводы вообще. Спасибо вам за ваше чтение и помощь. Я вышла из декретного отпуска на работу. Состав отдела поменялся и меня понизили. Ура! Подскажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы путь повышения шел легче? Сейчас набрали своих людей, мне сложно проявляться, так как не дают возможности. Лейла, я вам хочу дать прямо очень хороший совет. Всеми своими силами, всеми своими фибрами старайтесь максимально начать на себя работать. Что угодно начинайте делать, как угодно начинайте делать, но старайтесь иметь бизнес, которым вы будете заниматься. Это даст вам путь. Не идет у вас ни повышения, ни увеличения денег, ничего. Только...
Спасибо за практики при коронавирусе, очень помогает при заболевании. Моей маме 82 года, сейчас принимает антибиотик в таблетках от пневмонии. Можно ее перевести на цефтриаксон по 1 грамму 2 раза в день. Жалуется на боли в суставах почки, хотя анализ мочи хороший. Но лучше вместо цефтриаксона лучше левофлоксацин, тогда не придется ее колоть. Дело в том, что соли цефтриаксона очень болезненные, не нужно. Приобретите ей препарат левофлоксацин. Андрей Андреевич, лучше поздно, чем никогда. Поздравляю вас с Новым годом вашей жизни. Ура! Пусть все получается, пусть школа Кайлас цветет. Пусть все ваши идеи воплощаются, пусть этот мир узнает про вас. Счастья, радости, здоровья, мира и добра. Пусть каждый в этом мире практикует вашу философию. Я верю, будет так. Ну, я и не надеюсь даже. Можно ли избавиться от седых волос эзотерически? Можно. Там есть в старой ступени метод с расческой. Вообще проблема седых волос — это проблема поджелудочной железы. Можно ли как-то справиться с проблемой поджелудочной железы? Можно. Поджелудочная железа любит банан. Поджелудочная железа любит овсяную кашу. Натощак съедайте банан, после чего съедайте овсяную кашу и пейте сырые яйца. А также вечером или на протяжении дня пейте лимонный сок. Он очищает или прочищает вот эти протоки поджелудочной железы, 12-перстную, и желчного пузыря, и поджелудочной железы в желудок, и поджелудочной железы в 12-перстную кишку. Как не поддаваться мировому хаосу? Не обращайте на него внимания, который набирает обороты. Какой урок мы проходим в своей критической массе и что закладываем в сознание детей, чтобы они выжили в мире или имели свой ментальный иммунитет, критическое мышление и крепкий дух. Дорогие мои, уважаемые, любимые господа, я вам хочу сказать, если вы сейчас сыты, если вы сейчас не чувствуете себя плохо, если вам есть где жить и вас не выгоняют, если у вас есть хоть мало-мальски, скажите себе в своей жизни, что вы живете хорошо. Почему? Если сдвинуться в сторону Африки, то можно посмотреть, что там и есть нечего, и друг друга убивают, и они живут плохо. Поэтому не гневите Бога. Если есть в кармане пачка сигарет, то не все уж так плохо. Именно поэтому я хочу сказать, если я перефразирую слова Цоя, если есть крыша над головой, если есть у вас хоть какие-то маломальские доходы и есть возможность за что-то платить, то все хорошо. По поводу хаоса мирового, послушайте, мы такая нация, нам пофиг радиация. Нас за тысячелетия все хотели убить. Готы хотели завоевать, австро-венгры хотели уничтожить, поляки хотели поработить. Мы, славяне, всегда лакомство для мира. И наш язык даже такой, знаете, мы все время отстаиваем себя. И, конечно же, все считают, что нужно максимально этих славян разорвать. Почему? Потому что, и стараются всяческим образом сделать так, чтобы эти славяне бедные деградировали. Делать из них проституток, алкашей, делать так, чтобы страна управлялась теми, кто ухудшает в итоге жизнь. Они, я так думаю, все провокаторы тех стран, которые их туда ставят в управленческую власть. Ну а мы будем надеяться, все живем по принципу духовного роста, некой блаженности. Знаете, блаженность — это вот к чему я обычно призываю. Я призываю к некой блаженности такой, когда весь мир рушится, когда все плохо, мы все равно остаемся блаженными. Почему? Потому что мы в своей блаженности все равно испытываем радость. Понимаем, что мы ничего не можем изменить, понимаем, что мы ничего не можем как-то влиять на это все. Но мы блаженны тем, что мы радуемся цветочкам, радуемся еде, радуемся росту своих детей, радуемся музыке, радуемся. Мы блаженные. Но блаженные все равно не сумасшедшие, знаете. Поэтому блаженные благость принесут, а мы не юродивые, мы блаженные. Вы знаете, в чем разница? Юродивые — это те, кто ненавидят окружающих людей, а мы блаженные, потому что нам они все равно. Мы рады и цветочку. И будучи такими вот своего рода дурачками, мы как
сказке про щуку, которая вышла из колодца, и Ивана дурачка, вот такие дурачки сможем изменить свою судьбу. И вокруг себя сможем создать беспрецедентный потенциал доброты и радости, который превратит людей вместо юродивых, сделает их блаженными, а блаженные да благость принесут. Правду говорю. Свершение и могущество вам, Андрей Андреевич. Почему так бывает, что когда хвалишь человека, то у него портится характер, а когда про себя поругаешь еще немножко, на следующий день совершенно другой человек? Вы ведь говорите, что нужно хвалить всегда. Так почему есть такая примета, что перед экзаменом нужно ругать человека? Человек перед экзаменом является... Когда человек идет, и вы его ругаете, то вам кажется, что вы ругаете его. А если вы в спину говорите, то это не ругань этому человеку. Если вы в спину говорите, то вы обращаетесь фактически к тем людям, которые будут принимать у него экзамен. А теперь вспомните то, что я говорил на первой ступени, и все станет на свои места. Вот так. Подскажите, пожалуйста, какой СНГ приобрести, чтобы появились идеи, как зарабатывать деньги? Большое спасибо. Если перейти в, как он называется, на мой сайт duyko.guru и там почитать о каждом сангая, то вы сможете для себя определить денежные сангая и выбрать для себя. Ну неужели вы думаете, что я помню все 60, сколько их там, 4 сангая, которые я проводил, и могу вам дать совет? Ну, что с вами? За время 10-летнего моего преподавания в эзотерической школе Кайлас и выпуска в РТЕ, и выпуска вот таких вебинаров, я записал приблизительно, наверное, около 5000 часов какой-то информации. Ну и в этой информации, конечно же, я ориентируюсь, но вот так вот запросто сказать о каком-то сангая я не смогу. Очень часто я ориентируюсь на аудиторию, которая приходит на сангая, и эта аудитория, вот что ей необходимо, я ту информацию и даю, необходимую им в то время, которое есть. Вообще очень рекомендую участвовать в таких сангая онлайн, это самое лучшее. Но в записи они все работают. Ерна Асатурова. Благодарю вас за то, что вы делаете для нас. Вы самый простой и чистый человек с большой буквы. Спасибо. Смотрю все ваши вебинары, ученица пока бесплатных ступеней. Очень хочу продолжать развиваться дальше. У меня вопрос. Я повар по профессии. Скажите, это мое предназначение в жизни или мне нужно менять профессию? Хочу знать, что именно мне ближе, чему учиться. Да, вы повар и это ваше предназначение. Начните делать соусы и сделайте эти соусы самыми знаменитыми в той стране, где вы живете. Самые неординарные. Упакуйте их невероятно. Сделайте самые острые, самые сладкие, самые невероятные и продавайте их много. И у вас это даст вам сильный такой задел в жизни. Хочу выразить вам огромную признательность за драгоценные знания, которыми вы делитесь с нами. Восхищаюсь вами, вопросов нет. Оліка Михайліді, спасибо, очень приятно. Після року, після інфаркту, стоять 2 тенти. Після операції до цього часу не було ніде в медзакладі через вірус, не вживай ніяких медикаментів, крім народних засобів, чесник з олійковим маслом, лимони, куркума, імбір. Що порадуєте ви? Я вам хочу дать совет. Возьмите помидоры, заваривайте их горячей водой и пейте вот такую жидкость. Это очень улучшит состояние ваших стентов, очень улучшит состояние и будет убирать у вас проблемы, связанные с дальнейшим появлением окклюзий и стенозов вот сосудов. Вообще очень-очень хороший совет такой. Заваренные горячей водой помидоры. Берете помидор или полпомидора, порезали кусочками, залили горячей водой. Когда стало теплым, начинайте пить. А так, в общем-то, и лимоны, и масло, и куркума, и имбирь, все это подходит. Там женщина одна задавала вопрос: Андрей Андреевич, у меня болит позвоночник. Я ей пишу: где болит? Под лопаткой с левой стороны, под лопаткой с правой стороны. Болит до уровня солнечного сплетения. А вторая пишет: а у меня болит и поясница, и болит там выше и так далее. Так вот, я хочу вам сказать, смотрите, я вас научу. Если у человека болят стопы, не так. Если человек остудил стопы или сделал так, что стопы остыли, то это говорит о том, что у него будет болеть позвоночник до солнечного сплетения. А в случае, если человек простудил голову, то у него будет болеть позвоночник
от головы и до солнечного сплетения. Что необходимо делать? Вот смотрите, у вас болит под лопаткой, болит грудной отдел, там болит где-либо. Начните греть голову. Каким образом? Прикладывайте соль к голове, если у вас нет давления, потому что необходимо померить давление, если есть высокое, снизить, вот такое. Допустим, если нет давления у вас и болит под лопатками, не нужно сразу бежать к кому-нибудь. Прогрейте под горячим душем себе голову, под теплым душем, чтобы так горячо было, чтобы лицо покраснело. После чего вытрите, намажьте миновазином, после чего обмотайте голову полотенцем и уже на улицу не выходите. Сделайте так 1, 2, 3 дня и к своему удивлению увидите, что перестанет болеть позвоночник до солнечного сплетения. Точно так же с ногами. Попарьте ступни очень сильно. В горячей воде подержите с солевым раствором, после чего смажьте камфорным спиртом, натрите ноги камфорным спиртом, чтобы горячо было, и увидите, что позвоночник до солнечного сплетения перестанет болеть. Холодные ступни, болит позвоночник до грудного отдела, застуженная голова, болит до солнечного сплетения, и лопатки болят, и там и шея болит, и так далее. В большинстве своем. Можно ли откупиться от болезней, неприятностей? Как это сделать лучше? Ирина, вы что, собираетесь, чтобы я здесь рассказал, как откупаться? Что с вами вообще? Это разве информация для общего доступа? Вступила вот, что с вами? Как вы не знаете, если вы проходите ступень? Андрей Андреевич, вступила в РТЕ на одном из первых заседаний. Это рассказал в христианской магии. Проходите христианскую магию. Вступила в РТ на одном из первых заседаний, вы провели обряд, вообще он стоит, сам обряд 100, вы сделаете просад в любой сумме, а после этого заседания сделала полную оплату. Является ли обряд проведенным? Да. Действенным или желательно? Нет. Этого достаточно. Светлана Шацких, здравствуйте, Андрей Андреевич, последних 1,5 года живу для семьи и родных и думаю, что я для них в тяжесть. Подскажите, что делать, как быть полезной в своей жизни? Вы полезная. Вы полезная, потому что вы можете давать доброту, вы можете давать заботу. Не надо считать людей, вот как моя мама. Я не полезная, зачем мне жить? Я говорю, мама, ты в моей жизни столько дала мне доброты. Ты в моей жизни, я о маме и папе вспоминаю, и у меня всегда течет молоко в душе. Теплое, со сливками. Почему? Потому что это невероятно хорошие люди, невероятно теплые люди. Было всякое, но они сделали из меня хорошего человека. И я вот так всю жизнь к ним отношусь. И если она будет жить со мной, она не будет в тягость. Почему? Она так много дала, и я ей буду благодарен всю свою сознательную жизнь, до конца своей жизни. И так должен говорить каждый мужчина и каждая женщина. Наоборот, вы много сделали уже. И вам не нужно делать все каждый день. Вы получаете свои бонусы, они заслуженные. Верьте мне, все хорошо. Марина Скляр. Интересно, что на самом деле произошло на переваре Дятлова с погибшими при несгадных обстоятельствах туристами, о которых много снято фильмов. Очень хотелось услышать от вас версию. Я не могу говорить, но я могу сказать, что их убил местный житель. Почему убил? Убил, снял часы, обворовал и после этого ушел. Местный житель. Вот так и произошло. Конечно же, если бы об этом сказали, то было бы репрессии местных жителей и так далее. Ну и правильно сделали, что ничего не сказали. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Почему, когда я нахожу с мужем, начинаю болеть? Что находите с мужем? Что находите с мужем? Нужно быть более четким, нужно стараться излагать более хорошо свои мысли. Мне тоже сложно, но я же стараюсь, видите. Плохие комментарии, которые я выписал из Ютуба. Ну там, ты Гуана, я так понял. Ты продаешь БАДы, это которая никому и так далее. То есть человек считает, что БАДы это плохо. Почему? Потому что очень часто говорят, что БАДы не могут вылечить человека. Давайте рассмотрим это с позиции как бы здравого смысла. Первое. Разве таблетки все подряд могут вылечить все подряд заболевания? Ответ мой. Нет.
Разве есть такие заболевания, которые могут помочь человеку? Разве все абсолютно заболевания может вылечить человек? Только препаратами официальной медицины? Мой ответ такой: нет. Но препараты официальной медицины и общая терапия, они могут помочь человеку выжить. Но есть еще один такой компонент нашей жизни, который называется качество жизни. И вот это качество жизни обычно не учитывается традиционной медициной. Потому что тогда, когда был Советский Союз, или тогда, когда необходимо было сделать человека роботом или шестеренкой в каком-то механизме, то это не было учитано. Главное было, чтобы человек жил, а хорошо ты себя чувствуешь или нет, это никого не беспокоило. Сейчас в перемену в законченном веке индустриализации и в эпоху услуг, в которой мы перешли, очень важно для человека еще и ощущать себя хорошо, как обычно это и происходит. Нам уже недостаточно просто жить, мы хотим еще и хорошо ощущать себя, мы хотим, чтобы у нас было хорошее настроение, хорошее самочувствие, чтобы ноги ходили, чтобы глаза видели. Мы не хотим жить так, чтобы у нас было только там станок и дом и станок. Мы хотим, чтобы у нас были еще и мозги, чтобы были у нас чувства и так далее. И обычная наша медицина это не рассматривает как проблемы. А мы хотим чувствовать себя хорошо. И в этом нам помогают биологически активные добавки. Именно поэтому я хочу сказать, что не нужно это заплевывать, нужно делать как в Японии. Где самая большая продолжительность жизни? В Японии. А почему самая большая продолжительность? Потому что у них есть супермаркеты БАДов по 10 этажей. Где человек может выбирать БАДы, какие он захочет от всего и для всего. И может их дополнительно к пище принимать. Тогда почему человек не может их поесть? Ну, в Японии, допустим, продается БАД такой, который делается из червячка, допустим, там, калифорнийского. А вы что, готовы съесть калифорнийского червя? Я лично нет, А зато вещество, которое в нем есть, оно очень полезно человеку. И нужно было бы это наоборот, не заплевывать, а рассматривать. Я вообще за сублимацию всех идей, которые есть в медицине. Я за то, чтобы обучать настоящего медика, хотя это невозможно, я понимаю, обучать его и физиологию вместе с рефлексотерапией, изучать там меридианы совместно с патологоанатомией, объединить эти науки между собой. А когда объединятся эти науки, то они могут больше сделать. И я считаю, что вот такие рынки, которые могут продавать там нутрицептику, которые могут продавать там что-то сделанное из внутренних органов животных для человека, этим весь Китай лечится. И китайцы, они в большинстве своем лечатся только натуральными веществами. В общем-то, собственно, как и вся Азия. А где самое большое количество людей живет? В Азии. Ну а почему? Потому что они натурально лечатся. А почему? Ну потому что вот так. А где больше всего болеют аллергиями? Во Франции. А почему? Потому что французы, они считают, что любое заболевание необходимо лечить исключительно антибиотиками. Исключительно. На этом фоне, а я считаю, что антибиотики приводят в дальнейшем к аллергии, появляется аллергия, у человека потом появляется аллергия. Мне интересно там одно выражение, один из ученых написал, что в Африке не болеют аллергии, видимо, потому что они грязнули. Так вот, он не прав. В Африке очень дорого стоят антибиотики, поэтому если они болеют чем-то, то они лечатся чем-то натуральным, так как денег нет покупать антибиотики. Именно поэтому они не болеют аллергией. То есть не там он нашел первопричину. Ладно, не туда ушли. Дуйко должен выложить всю информацию и давать всю свою магию бесплатно людям, и делать это в интернете. Сразу же я хочу вам задать вопрос. Скажите мне, почему мы разве живем в коммунистическом обществе? То есть если бы коммунистическое общество, в котором мы проживаем, давало бы мне на хлеб и ставила бы мне задачу выпускать семинары, я бы это делал, потому что оно бы мне выделяло квартиру, машину и так далее. А скажите, когда человек написал книгу, он имеет право на ней зарабатывать? Ну, наверное же имеет, это же его труд. Но точно так же и я, если я выпускаю информационный продукт, разве я не имею права на нем зарабатывать?
Там, Дуйко, ты занимаешься чепухой, люди лохи, ты их разводишь, потому что даешь им свои знания. Я хочу вам сказать, мои знания, они отличаются от эзотерики. Я вообще могу сказать, что, скорее всего, моя эзотерика не эзотерика. А как ее назвать, я не знаю. Почему я вообще начал заниматься эзотерикой, имея там медицинское образование, я могу вам утвердительно заявить. Для меня еще много лет назад было бы немыслимым заниматься эзотерикой, но я начал наблюдать и обращать внимание вот на что. Мы с моим братом имеем разницу 10 лет, но в отличие от меня, мой брат делает один шаг вперед и 10 назад. Ему тотально, всегда, везде никак не везет. А у меня с самого детства, знаете, было так, что если я делаю шаг вперед, то делаю еще 10 шагов вперед. Делаю шаг вперед, еще 10 шагов вперед. И так было всю мою жизнь. То есть если сказать, что я везучий человек, это ничего не сказать. Мне очень тотально, нереально, бескорыстно везет. Я всегда знакомился с самыми красивыми женщинами. Рядом со мной были самые лучшие и самые влиятельные люди мира всего. У меня всегда все, если я покупал недвижимость, она была самой дешевой в самом лучшем месте. Вот все было идеально, знаете, тотальное, безграничное, стопроцентное везение. И когда-то у меня стал вопрос, знаете, если совпадение повезло, то тогда это одно дело. А когда тотально, я это заметил, когда-то был в Америке, играл в Лас-Вегасе. И после этого, когда 10 раз было поставлено на какие-либо эти штучки, и 10 раз оно выбрасывалось, и 10 раз подряд, там 11 раз подряд, выигрывалось, то после этого там из одного казино просто прогнали, и вместе со мной у людей был открытый рот, он был открыт у меня, потому что я не мог поверить, что так с человеком может быть. Я могу сказать, почему так было. Это было тотальное везение. И после этого я задумался, потому что тотальное везение является для меня необъяснимым, но фактическим элементом, который дает фактическую картину того, как человек может быть тотально везучим и тотально невезучим. И объяснить это совпадением, 10 раз не совпадение, объяснить это везением, 10 раз это уже не везение. Я помню, у меня отец брал с собой, вот давал мне деньги, я подходил, в спринт покупал и все время выигрывал. И знаете, это очень необычно, потому что это в жизни постоянно происходит. Мне легко делать бизнес, мне легко заниматься бизнесом, потому что мне везет. Я нахожу правильных людей, нахожу тех, кому нужно, нахожу. И вот я начал изучать кого? Себя. Что во мне отличает меня от тех людей, которым не везет. То есть я взял и сопоставил человека, которому абсолютно не везет, и себя. Какие у нас есть различия? И я начал замечать, что различия наши были конструктивны, тотальны и невероятны. И то, что у меня получилось, я обосновал и придумал, и дал в виде авторского семинара, который назвал «Ступенями школы». Да? Ступени школы — это идея того, как человек может выработать в себе мое персональное понятие экзотеризма. И мое персональное понятие экзотеризма — это объяснение человеку, как сделать так, чтобы ему тотально в жизни везло. Ведь ВВ был просто из семьи какой-то, но сейчас управляет страной. Ведь там большинство из таких людей, они там вышли с дна, и после этого почему-то им повезло, почему-то как-то они стали. А были же такие, которые были умнее, быстрее, сообразительнее и так далее. А ничего не произошло, не состоялись или зарабатывают немного. Конечно, я понимаю оппонентов своих, которые бы могли сказать: да все это чепуха, все это полная ерунда, иди молись. Я смотрел на людей, которые молятся, и им не везло в большинстве своем. А вот когда я начал обращать внимание на качества, которые есть у человека, то понял, что именно качества могут заставить человека быть везучим. И об этом я все время говорю. Как стать богатым, используя эти качества. Почему богатый? Потому что везет больше. Потому что один пытается там продать что-то, не получается, а другой пытается и предлагает тем же, и они у него покупают. Вот почему? Я ничего ни у кого не своровал. Все мои инфопродукты являются авторскими. Все абсолютно разработанное мной является исключительно авторскими моделями. Где их взял? Сам создал. Тогда
Где же вы их проводили научные исследования? Вот он, перед вами сидит научно-исследовательский конгресс. Я проводил исследования, проводя их над самим собой, а также смотря на то, что происходит вокруг меня. Имею ли я ясновидение и плохо ли это для меня или для людей, которые его имеют? Я хочу вам сказать, что вот смотрите, вся особенность ясновидения заключается в том, что человек может просматривать что-то, если у него есть к этому симпатия. Он может, допустим, хорошо просматривать будущее в случае, если у него много пси-энергии. То есть он получает каждый день состояние радости. Почему у меня не всегда получается предсказывать события, допустим, там для стран или еще для чего-то? Потому что я обычно принимаю 100 человек в день, сейчас уже не принимаю, слежу за чистотой предсказаний. Или там занимаюсь тем, что помогаю кому-то, держу целую школу, расходую пси-энергию, там каждое утро занимаюсь этой школой, стараюсь каждому пожелать огромного количества там чего-либо, потому что все между собой соединены, создать защиту или защитное поле для учеников школы. Это все расходует при пси-энергию. Вообще могу сказать, что тем людям, которые говорят: Андрей Андреевич, пси-энергия и ваше ясновидение — это все полная фигня, третий глаз — это сфинктер заднего прохода, я могу сказать: а как же Тесла, а как же Вольф Мессинг, а как же Менделеев, а как же Ломоносов, а как же Тесла? Ведь большинство этих людей сняли информацию, используя исключительно состояние ясновидения. То есть можно ли сказать, что наша эволюция без этого могла бы быть такой сильной, продуктивной и быстрой? Я вам хочу сказать, что наверняка на 100% в большинстве своем любое эволюционное открытие — это открытие, которое делается исключительно через канал ясновидения. Конечно же, развитие канала ясновидения — это эволюционно, перспективно для людей. И, конечно же, развитие этого канала дает человеку возможность и миру возможность эволюционного развития. Я живу в субаренду. Скажите, пожалуйста, что я могу сделать эзотерически, что не могу? Могу я слушать ваши шумы и заклинания? Да, можете. Большое спасибо за объяснение. Я словак, живу во Франции, смотрю вас каждый день. Спасибо за работу, пожалуйста. Как продать дом, который получила в наследство? Я все даю на ступенях. Дополнительную информацию здесь давать не буду. Здравствуйте, ученица 6 обновленных ступеней, моя жизнь наладилась, улучшила отношения с мужем и детьми, в бизнесе побьем, живу легко и радостно. Любые неприятности встречаю словами ура, и неприятности исчезают. Правильно! И становятся такими незначительными. Я рада, что попала к вам. Даже мой муж моей подруге по секрету сказал: спасибо, Дуйко. Хотя, когда я училась у других учителей, он психовал и обзывал их. Есть еще, что меня беспокоит. Моя старшая дочь влюбилась в мужчину намного старше себя и не может его забыть. Она от него очень зависима. Она ему не нужна. Как ей избавиться от зависимости и помочь уйти в свою любовь? Для того, чтобы избавить ее от зависимости, каждый день представляете, будто вы у нее из вагины достаете змею с лицом вот этого мужика и топчете ее, отбрасывая от своего ребенка. И все. Или пурбой отрезаете ей голову вот этой змее. То есть потянули, отрезали, потянули, отрезали. Делайте так многократно перед собой на расстоянии не менее 2 метров, зажигая свечку восковую. Ильяна Спинелли. Я ученица 1-й обновленной ступени. Хотела бы спросить, иногда вижу в облаках фигуры. Все видят. Последний раз в прошлом году, но не могу расшифровать. Я могу. Что это может быть? Ничего. Почему я именно это вижу? Это видят все. Я вижу любые фигуры, я их вижу в нереальном количестве. Это просто у человека есть дар к живописи, к абстрактному мышлению. Я не знаю, как вы, я вижу всегда что-то, богов, ангелов, вижу постоянно что-то. Для меня одно из таких приятных развлечений — рассматривать небо. Мне нравится, я постоянно в нем что-то вижу, когда много облаков.
Если разрешите, могу здесь в группе РТИ опубликовать фото в доказательство, что не думали мои родные, что я куку. Правда, хочу открыть себе канал ясновидения, чтобы найти ответ на мои вопросы, пока ничего не получается. С детства после смерти бабушки в квартире видела черные фигуры с юношества. Используйте ясновидение, развивайте его. Ангелы ли в небе? Нет, конечно, это не ангелы. Как с неба спустилась фигура женщины, села на облаках рядом с фигурой типа юноши, моя расшифровка, что это было гид, встречает душу. Нет, это неправильно. Уже год, как я знаю, в вашей школе только месяц назад начала изучать. Прошла первую ступень и сейчас прохожу вторую. Очень хочу и сейчас понимаю, что так и будет пройти новую первую обновленную ступень. Но у меня сейчас в жизни все пошло как-то не так. Меня понизили на работе, я заболела, как-то да, прошла первую ступень, начала это принимать. Жду, скоро все изменится к лучшему. Скажите, я правильно понимаю ситуацию? Совершенно верно. Мария Баша, скажите, пожалуйста, как ставить защиту от некоторых людей. Попадая в мою ауру, я чувствую, как у меня кожа на волосах поднимается и тело как будто слабеет. Я не могу это контролировать. Говорите себе, меня это не касается, мне Бог помогает. И у вас вот это все будет проходить. Скажите, я под защитой своей школы, пусть мне школа поможет. Если вы все-таки ученица школы. У моей внучки с рождения мокрые ножки и ручки. Это связано с судорожным компонентом. Сейчас ей 11 лет, ничего не помогает. Девочка мучается. Давайте ей магний, цинк и кальций в одном препарате. Можете купить его на моем сайте. Кальций, магний, цинк. Давайте по 2 таблеточки 3 раза в день. 1-2 месяца и все, будет все хорошо. Очень плохо себя чувствую, давление, головные боли до рвоты, особенно по утрам, папилломы по всему телу. Очень беспокоили боли в суставах, но ваша зеленая нить творит чудеса. Сейчас, если даже болит, то незначительно, почти год ношу. Лишний вес, наверное, дает на организм нагрузку, да. Подскажите, с чего и как начать лечение всего организма? С голодания, через день голодания, с питьем воды. День голодания, после этого кушайте, что захотите. День голодания, кушайте, что захотите. В день голодания принимайте препарат моей компании «Жир Стресс». Гликоцитрохромин, глюконорм. Полностью уберите сдобу, любую алкоголь и любую еду, которая имеет маломальский ощутимый сладкий вкус. Уберите на 4 месяца. Через 4 месяца будете меня обожать и целовать. Говорить огромное спасибо, Андрей Андреевич. Что ждет Донецк? Война закончится? Да, война закончится в Донецке. Донецк станет автономным государством, которое не будет подчиняться ни Российской Федерации, ни Украине. Но мне это опасно говорить, так как я нахожусь в Украине. Как избавить от сутулости себя и свою дочь? Тоже очень сутулится. Когда человек сутулится, это говорит о том, что человек не доверяет и у него есть тайны. Также сутулость может появляться на фоне того, что у человека ходит все время на высоких каблуках. Снимите каблуки, ходите дома без каблуков, не ходите на носочках. Также обязательно, когда купаетесь, холодной водичкой по позвоночнику, чтобы водичка вот так текла. Сначала теплая, потом холодная. Возьмите обычную качалку, которая раскатывает тесто. Оденьте пластмассовые ручки с левой и с правой стороны, положите ребенка и катайте ей вот так по позвоночнику и попе. И пусть она вам тоже это делает, это уберет вашу сутулость. Здравствуйте, не могу продать недвижимость. Нет, ничего давайте советовать не буду, все есть в ступенях. Моя идея фикс — поднять продажи в моем интернет-магазине. Моя цель — новый семинар «Христианская магия». Читала анонс, восхищенные отзывы. Ура, скоро я буду в числе тех, кто прошел семинар. Ну, хорошо. Аина Копбаева. Когда делаю практики, бывает смотрят, как я делаю. Это не мешает действиям? Нет, нет. Андрей Андреевич, вы назвали нас, своих учеников, народов индов, а страну Кайлас. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Так интересно. Ну, пока у нас еще нету страны Кайлас, все хорошо. Поэтому говорить о чем-то, пока этого нет, нечего. Андрей Андреевич, что вы нашли меня и взяли в ученики. Вы сами пришли, я никого не заставлял приходить. Дело в том, что если бы я заставлял вас приходить, то это было бы религиозной сектой. А мы не секта, так как мы ничего, я ничего не требую от людей для себя, ничего не требую. Когда я записываю семинары и делаю их там бесплатно, выкладываю, я ничего для себя не требую, мне ничего не нужно. Это моя миссия, мое служение людям. Я считаю, что многие люди, которые бы могли сделать что-то и могли бы сделать и делали, они бы могли очень изменить судьбу людям.
Ну вот, к сожалению. Я никого не беру в ученики. Люди сами приходят, проходят ступени. Спасибо, что показываете людям множество возможностей для счастливой, здоровой жизни, в здравом уме. Да, есть такое. Хочу знать и делать, быть с вами, лучший из лучших. Угу. Избавиться от зуда, щекотания где-то в среднем ухе, носоглотке, все время нужно гаркать, чтобы прошло. Лора, ничего не нашли. Вам необходимо взять капли, которые называются у меня эмбрионазин, брызгать 2 раза в нос и 2 раза в уши. После этого обязательно на протяжении дня увеличивать, вернее на протяжении дня пить воду с высоким содержанием хлорида натрия, соленую воду, ну или еще магнезий. Можно даже там какую-нибудь там миргородскую, боржоми. Пейте такую воду, она уберет у вас аллергическую реакцию, а вот такой эмбрионазин уберет отек. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всегда ли люди перерождаются, если не достигли духовности, или нет в нашем мире высокодуховных людей? В мире высокая духовность не придет к одному человеку индивидуально. Она придет ко всем сразу. Поэтому мы на забеге, где прибежит весь класс. Поэтому бежим все и добежим все. Понятно? Люди думают, что ничего не меняется, что любое перерождение и так далее. Нет. Все меняется, все перерождения есть, и люди перерождаются. Знаете, мне очень не любит, наверное, религиознавство. Конечно, придет время, когда популярность будет объективно очень высокой, то наверняка найдутся люди, которые начнут там религиоведы, которые начнут говорить о том, что это секта, о том, как завлекаются в секты, что это все обман и так далее. Но это будет, скорее всего, с подачи религии там какой-нибудь христианской или еще какой, ну, как правило, христианской. Но я бы хотел, ну и, конечно же, одна из идей христианской религии это, я не противник христианской религии, мне нравится любая религия. Я за то, чтобы у людей была религия, так как религия делает их более-менее человечными и милосердными. Пусть это существует. Но я сам не пойду за этой религией. Почему я не пойду за религией? Потому что я помню прошлые жизни свои. И вы знаете, можно сказать, да он врет. Нет, я не вру, я говорю правду всегда. И из-за того, что я это помню, я не говорю, что вы должны помнить. И я не говорю, что это правильно. Я говорю, что я помню. И для меня, как для одной единицы или для одной ячейки, или для одной ячейки общества, которая говорила об этом, и к этому можно прислушаться. Почему? Ну, может быть, к этому стоит прислушаться. Раз один кто-то сказал, что есть это, и ему все поверили, то может прислушаться к тому, кто сказал, что это бывает и так. Так вот, в моей жизни бывало так. Я знаю, кем я был в прошлой жизни, смог найти место, где я родился, смог найти тех людей, которых я знал, и даже не из прошлой, а и с позапрошлой тоже. И место, и время, и кто были мои родственники, и имя мое. И нашел я это место, никогда не будучи в Польше, я был в Польше и нашел того человека по фамилии, того человека, кем я был в прошлой жизни, и где он умер. Представляете? Вот так это все устроено. И мне сейчас доказать, что мы умрем и ничего этого не будет, невозможно. Это не так. Это абсолютно не так. Сделать покупки с кредит-картами тоже последний денег считается. Если кто-то тут знает, пожалуйста, ответьте спасибо. Что вы спрашиваете? Пишет вам ученица первой обновленной ступени. Подскажите, как сделать так, чтобы муж дарил подарки и приносил деньги в дом. Живу уже с ним 19 лет. Одни обещания и упреки. И делает так, чтобы всегда я оправдывалась перед ним. Может, лучше будет с ним разойтись. Вы знаете, ломать не строить.
Ломать не строить, именно поэтому я за то, чтобы семьи были все-таки. Знаете, восхищайтесь мужем, гладьте мужа, обожайте мужа, говорите, как скажешь, любимый, там, да, любимый. Будьте для него человеком, который является его поддержкой. Даже если он обещает, то все равно говорите. А говорит, отчитайся, ты на это потратила, на это потратила. Говорите, да я это все для нас, это все для нашей семьи. Вам нужно перейти просто в тенденцию не ты и я, а мы. Наша семья, наши расходы, наши доходы, наши деньги, вот так вот. Ну и больше разговаривать с этим человеком не через призму претензий, а через призму там, да, любимый, ну вот теперь нам надо вот это платить, и надо вот это, давай как-то надо и так далее. Ну вот где-то так. Наталья Проценко. Проходите вторую ступень, я об этом все говорю. Ученица бесплатной первой ступени. Влияет ли эзотерический день недели рождения ребенка? Трое старших родились по пятницам, вторая в пятницу 13-го. Пятница 13-го это цифра 4. Цифра 4 это прибавление. Люди, родившиеся на цифру 4, всегда будут более богатыми, чем люди, родившиеся не на 4. Ну а если родился и у него, допустим, как у меня 16 число, то будет больше к магии стремиться. Самая младшая отошла от традиции пятничной, родилась в среду. Огромное спасибо. Все нормально. Что такое судьба? Правда ли, что человек в начале указан век? Время ухода из жизни предопределено. Нет, человек, время ухода из жизни не предопределено. Вчера задавали вопрос, но не смогла найти, где проходит семинар РТ. В итоге ответ на свой вопрос не узнала, как попасть на вебинар. Переходите в общественную организацию, становитесь частью организации и слушаете. Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы взрослый сын начал свою жизнь отдельно от родителей. Спасибо вам, всего наилучшего. Не торопитесь, правда, не торопите его. Видимо, время не пришло, когда появится зазноба и когда появится женщина, которая будет пить ему кровь, поверьте, он сам побежит там куда-то. Не торопите его. Чем больше вы от этого страдаете, тем длиннее его и сложнее его путь будет. Поэтому пусть вот так все происходит. Не торопите. В вашем случае все будет хорошо, он быстро от вас уедет. Как остановить кариес внучки год и 8 месяцев? Поите ее водичкой с каолином моей компании. 1 чайная ложка на литр воды. Давайте вот такую водичку пить, можно добавлять ее в компот и даже варить компот с такой водичкой. И когда зубы портятся, это не недостаточность кальция, это высокая кислотность ЖКТ на фоне низкого количества, низкого содержания минерала кремний. И вот такому ребенку необходим кремний как сорбент, потому что высокая кислотность ЖКТ, и нужно давать кремний. Кремния больше всего находится в моем препарате антитокс и в каолине. Ирина Васильева. В моей жизни была масса случаев, связанных с эзотерикой, но один из них непонятный и интересный. Ночью, проснувшись и встав с постели, увидела в проеме двери спальни воронку из светящихся частиц. Красиво и страшно. Андрей Андреевич, что это может означать? Спасибо за колоссальный труд. Это может обозначать калачакра-чакру. Также это может обозначать выход в пространство, который иногда у нас появляется. Мы его видим через центр нашего сознания, который называется иллюзорный мир. Все нормально, такое бывает. У меня вопрос, можно ли остановить дежавю? Дежавю это плохое, дежавю обычно показывает, что что-то плохое должно произойти. Вот так. Что-то исправить. Одевайте резинку, как я объясняю на первой ступени. Ударяйте. Все, ответил я на ваши вопросы. Надеюсь, вебинар получился хорошим. Сколько семей сохранилось, сколько людей стало мудрее ваше учение необходимое. Спасибо, пожалуйста. Когда продажи будут карты? Они будут. Вы сказали про Донецк. И с Луганском аналогично будет мир и будет отдельная страна. Прошу у вас пожелания мне удачи получения визы. Пусть у вас скоро появится виза. Как всегда, очень интересные ответы и советы. Скажите, пожалуйста, это плохо, я разговариваю во сне? Неплохо. Я хочу посоветовать вам вот что. Недавно была такая ситуация, она была с моими знакомыми, близкими знакомыми. И дочь этих знакомых, которой 21 год, поехала в Египет. Ее продержали 3 недели на карантине, содрали с нее кучу денег, возили ее в больницу.
продержали ее в запертом положении, при этом 3 раза сказали, что у нее ковид-вирус, при этом у нее не было никаких симптомов, ни горло не болело, ни нос, ни насморк, ни чих, ни температура. После чего ее сказали, билетов нет, заставили родителям оплатить покупку еще какую-то. Одним словом, и это не первый раз. Я хочу вас предостеречь сейчас путешествовать в Египет, в Турцию, потому что на этом фоне появляются вот такие люди, которые обманывают обычных хороших людей. Поэтому, если вы ученики школы, то вам не нужно сейчас в период коронавируса выезжать вот в такие страны и пробовать там отдыхать. Вы можете попасть в просак, и это потянет за собой достаточно большое количество денег. Еще раз я желаю вам всем успеха, хороших выходных. Надеюсь, вебинар получился интересным и конструктивным. Пусть у всех всегда будет богатство, пусть у всех будет успех, пусть у всех будет почет и уважение, пусть у всех будет счастье в жизни, пусть у всех будет радость в жизни. Сейчас, секунду. И хочу это закончить просьбами. Пусть у тех людей, которые смотрят мой вебинар, пусть все в жизни у них получается быстро. Пусть скоро все выздоровят, пусть в жизни у всех будет везение, пусть в жизни всех людей будет радость. Пусть в жизни вашей всегда будет удивление и счастье. Пусть все вы будете долго жить. Пусть ваши дети вас не обожают, пусть ваши дети вас обожают, пусть вы всегда будете любить своих детей, пусть они любят вас, пусть холостые найдут любимых, пусть семьи будут крепкими, пусть все будут богатыми, пусть у всех будет своя недвижимость, пусть у всех будет почет и уважение, пусть у всех будет слава, пусть все найдут возможности, пусть к вам текут деньги, пусть все люди видят в вас красоту внешнюю, пусть все люди видят в вас силу физическую. Пусть во всех делах коммерческих у вас будет успех, пусть к вам течет любовь, пусть у вас появятся творческие идеи, пусть у вас появляются таланты и способности, пусть у вас появится удовлетворение жизнью, пусть у вас появится желание жизни, пусть ваши тела не стареют, пусть ваши страдания физически устранятся, пусть все страдания ваши психические устранятся, пусть все долги вам простятся, пусть все прегрешения перед людьми простятся, пусть всегда и во всем у вас будет продолжение, пусть всегда будет стоять защита индов и школы Кайлас, пусть у всех всегда будет тепло сердечное, пусть всегда у вас будет энергия жизненная. Я желаю вам счастья, крепких семей и